Всем приветственного брутозавра, с вами Фарколд. Продолжаем наше похождение по локациям Shadowlands, и на очереди у нас Ревендред. В предыдущем видео мы разобрали локацию Малдраксус на предмет фарма травы и руды. Кто не видел этого видео, может перейти по подсказке или по ссылке в описании. Напомню, что средний доход с локации Некролордов составил 26 520 монет. В этом ролике мы узнаем, сможет ли локация Вентиров побить данный рекорд. Как и в прошлый раз, я проведу на каждом маршруте по 1 часу. Но не будем больше отвлекаться, погнали! Первый роуд красный. Находится он в жуткой лощине недалеко от темного приюта. Это был первый спот в Ревендрете, и после него я фармить перехотел вообще. На данном споте довольно высокая конкуренция, и зачастую перед вами будут пропадать ресурсы. Этот маршрут изобилует враждебно настроенными NPC, из-за чего иногда я просто хотел все бросить и перестать здесь фармить. Но для объективности необходимо было довести дело до победного конца. Так что мои старания прошу отблагодарить подпиской и колокольным звоном. А я, в свою очередь, отблагодарю вот этой статистикой по споту. 138 вдовоцвета, 206 смертоцвета, 689 листритовой руды, 401 греховировой руды, 116 пористого камня, по 16 белладонны и элетиевой руды, 23 теневого камня. Общая сумма ресурсов составила 28 263 монеты. Стоит учесть, что половину времени фарма я находился в битвах, так что персонажи с хорошим гиром будут здесь успешнее минимум на 30%. Мой кошмар закончился, и начался новый. Переходим к белому споту. Находится он в верхней части Ревендрета и проходит от крепости господства до замка Нафрия. Данный спот был создан с учетом спауна вдовоцвета и охватывает основные места его появления. Думал я. Маршрут отличается тем, что на нем можно не вступать в битвы и отсутствием конкуренции как таковой. По итогам часового фарма мы получаем 310 вдовоцвета, 62 листритовой руды, 186 смертоцвета, 43 белладонны, 13 пористого камня, 10 теневого камня, 16 элетиевой руды, 103 греховировой руды. Общий итог золотом составляет 19 125 монет. На протяжении всего маршрута не было ни одной битвы, однако спаун ресурсов был настолько отвратительным, что иногда без сбора ресурсов я летал более минуты. С трясущимися руками после таких чудо-спотов я перешел к следующему, уже ни на что не надеясь. Меня ждал желтый маршрут. Более всего меня пугало то, что желтый маршрут – это часть от белого. Находится данный спот в крепости господства. Из плюсов: первое – небольшой размер, второе – быстрый разгон, третье – на данном споте не обязательно вступать в битвы. Никаких серьезных особенностей на данном споте нет, кроме, пожалуй, вот этой руды, которая находится в камне. Но добыть ее все-таки можно, вот в этом месте. А итоги смягчили мое отношение к Ревендрету, потому что добыли мы 467 вдовоцвета, 369 греховировой руды, 49 белладонны, 63 листритовой руды, 22 элетиевой руды, 60 пористого камня, 30 смертоцвета, 21 теневого камня, что при продаже принесет нам 32 531 голду. Вера в фарм восстановлена, и с новыми силами я бросаюсь на синий спот. Пролегает наш маршрут вокруг грехопада и имеет довольно большой размер. Особенностями данного спота являются: первое – неплохое время спауна ресурсов, второе – можно данный спот разогнать в одиночку за 15-20 минут, но и без негатива не обходится. Так, на данном споте довольно много мест со спавном руды, которые окружены врагами, и нужно на каждое такое место найти маленькую точку, где не будут агриться мобы. После того, как вы привыкнете к этим точкам, фарм пойдет как по маслу. Итогом такого часового разгона и привыкания стали 488 греховировой руды, 718 листритовой руды, 343 смертоцвета, 312 вдовоцвета, 32 белладонны, 20 элетиевой руды, 16 теневого камня,
Сумма ресурсов составила 25 113 голды. Остался последний спот на сегодня, на который я возлагаю большие надежды. Зеленый спот. Находится он справа снизу на карте Ревендрета и простирается от темного приюта до кладбища Гордыни вниз и вправо, практически до чертогов покаяния. Если вспомнить зеленый спот в Малдраксусе из прошлого видео, то это будет брат-близнец в плане усредненности. Особенностей у спота как таковых нет. Время появления ресурсов иногда может не попадать под время пролета по маршруту, однако количество ресурсов нивелирует эту досадную промашку. По пути следования также есть места, где довольно просто может завязаться битва, так что будьте аккуратны. А мой час скитаний по данному споту закончился такими результатами. 736 листритовой руды, 27 элетевой руды, 400 греховировой руды, 139 вдовоцвета, 166 смертоцвета, 139 пористого камня, 36 теневого камня, 21 белладонна. Сумма ресурсов 27 248 монет. Вот и закончилось мое скитание по довольно недружелюбному Ревендрету. Пора узнать, сможет ли в среднем Ревендрет обогнать Малдраксус по сумме со всех спотов. Средняя сумма локации Ревендрет составляет 26 456 золотых монет, что всего на 64 голды меньше, чем у Малдраксуса, а значит, что таким значением можно пренебречь и поставить две этих замечательных локации в один ряд. Небольшой бонус для тех, кто посмотрел этот ролик до конца. По ссылке в описании будет находиться моя сводная таблица со всеми итогами локаций, которую я буду обновлять каждый месяц, чтобы она была актуальной всегда. Напоминаю о том, что все цены средние для региона ЕУ Европа за последние 2 недели и могут кардинально отличаться от ваших нынешних цен. Поставьте лайк, если это видео было полезно для вас. С вами был Фарколд, на этом у меня все. Всего вам хорошего. Голда есть, но вы держитесь.